Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. И наш сегодняшний расклад – чем завершится сложная ситуация, как решится ваша проблема или запутанный вопрос. И, возможно, для кого-то из вас это как раз то, что покоя не дает. И я допускаю, что для части из вас это то, что обрушилось на вашу голову, например, внезапно. Может быть, услышанная новость или возникшая проблема, когда мы чувствуем, словно земля уходит из-под ног. Для кого-то, наоборот, это может быть та ситуация, которая длится даже годами. И ни света белого не вижу, да, и ни края, ни конца. И хочется узнать, немножко просчитать, поразмышлять самому, да, какие же варианты завершения вот этого вопроса. Наш расклад подойдет одинаково как и для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст, все девочки. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И начнем мы с вами с того, что колоду я перемешала. Мы будем с вами искать карту императрица. И оттолкнемся именно от тех значений, которые окажутся вблизи. А вот, пожалуйста, смотрите. Так редко бывает. Когда-то я последний раз, по-моему, делала этот расклад, она вышла, эта карта императрица вышла в самом конце. Вот смотрите, для тех, кто смотрит даже постоянно видео, вы могли не заметить, но это, знаете, как в пространстве произошли какие-то перемены. Перемены в законах или то, что складывает так или иначе палитру событий, которые формируют вашу ситуацию. Вот я смело могу сказать. Мы посмотрим потом истоки именно этого вопроса или почему это все случилось, произошло. Это явно стоит понимать, потому что я все-таки могу предопределить тот момент, что не все от вас, мои дорогие, зависит. Как будто, понимаете, ваше прошлое на эту ситуацию вообще не влияет. Поэтому, скорее всего, мы ведь смотрим сигнификацию. Мы хотим узнать вот именно о вас что-то. Для этого мы искали карту императрица. И вот что у вас происходит сейчас? Смотрите, понятно, старший аркан императрица. Дальше у нас идет аркан справедливость. И часто я говорю, это как карта кармы. Но и королева жезлов. Здесь явно есть какая-то тема, которую вы ищете информацию. Для кого-то из вас эта тема может сопряжена быть с финансами одновременно. Может быть, это и документы, я тоже это допускаю. Но в конечном итоге есть элемент материализма. Для кого-то из вас это была та, может быть, ситуация, сложившаяся проблема, о которой вы когда-то думали. Возможно, она тянется какое-то время, или пусть она возникала когда-то прежде, или предпосылки к этому были. Может быть, кто-то из вас сейчас словно корит, ну чего же я раньше как будто, да, или не поступил, или не поступила. Почему на что-то не решился? В принципе, интуиция могла давать подсказки. То есть это, знаете, вот как в той поговорке, сколько веревочка не веся, а конец будет. Поэтому вы находитесь сейчас, в данный момент, в рамках чьих-то решений. И я могу допустить, у кого-то это, ну, буквально закон, все-таки аркан, справедливость, правосудие. Да, вы пытаетесь удерживать вот этот баланс, но явно ситуация вам была прежде знакома. И даже если произошел какой-то путь, ну, такой не, вот достаточно короткий от того момента, когда, ну, вот эта проблема сложилась. Может быть, правда, за минуту какую-то, да, но предпосылки они все равно были. Где-то вы об этом уже думали, мои дорогие. Что еще о вас нам расскажут карты? Давайте пойдем уже вот так. Аркан Маг. Вы знаете, тем не менее, вы очень ресурсны. Для кого-то из вас вы сейчас, ну, знаете, как перед прыжком, да, вот что-то есть такое, потому как вы понимаете, что как прежде уже нет, вот как будто так не будет. Ситуация или вопрос от вас, скорее всего, потребует новых решений, возможно, изучение ситуации. И я могу сказать о вас, вот кто сегодня пришел на расклад, у кого будет откликаться, это вы готовы к неожиданностям. Может быть, вы понимаете, что вы столкнулись, вот карта мага, с какой-то непреодолимой силой обстоятельств. И тут ты никак это не перевернешь. Поэтому приходится себя словно переворачивать в хорошем смысле,
Ну, даже, может быть, кому-то из вас как новая стратегия, новая тактика, новый путь, новый какой-то метод. Потому как по аркану маг, может быть, это и... Пусть это даже не что-то более такое объемное, да, как вот мы говорим, ситуация, конкретный человек и его решение. Тогда здесь может быть взаимодействие с человеком, может быть, уже оно у вас произошло, но вы можете рассматривать, вот потому что королева жезлов это всегда прообраз того человека, который уже не один раз грабли какие-то нашел. И вот на сегодняшний день это, наверное, как перед прыжком так замираем, как будто собираемся, вот, да, все мысли как бы концентрируются в одной точке для того, чтобы что-то осуществить очень важное. Почему? Потому что действовать приходится совершенно по-другому. И, скорее всего, даже если у вас есть с кем-то взаимодействие или ситуация, проблема, вопрос, связанный с человеком, вы этому человеку не верите. На 100% точно нет. Но кто-то вынужден рассматривать как с чистого листа. Вот даже то событие, которое сейчас случилось, и, может быть, и есть у кого-то, я такое допускаю, определенные предложения, или предложение о помощи, или какое-то содействие, но вы это на 100% явно не доверяете. Рыцарь жезлов – это всегда карта импульсивного человека или каких-то скорых перемен, событий, внезапностей, мои дорогие. Поэтому вот я хочу сказать, вы этим сильны. Вы сами превращаетесь, как в этого мага. Ведь маг – великий практик. Он всегда готов к неожиданностям. В этом его сила. Что еще вас нам расскажут карты? Но вот именно в данный момент, вот это точно, смотрите, двойка жезлов, словно мы стоим, и еще и двойка пентаклей. Это вы вот в данный момент, где вы находитесь, ваше положение, как на выборе, да? Но вот куда идти непонятно. Может быть, вы ждете документа или какого-то важного известия. Такого или есть даже надежда, что вот вопрос, может быть, решится как-то сам по себе. Мы ведь уже сказали, что тут не все от вас зависит совершенно. И даже, может быть, если вы прежде предполагали, но уже что сложилось, то случилось, понимаете? Тут нет смысла горевать о том, что мы не сделали или поступили как-то прежде по-другому. Здесь именно паж, нам тут два пажа, говорит, что придется себя где-то менять. Может быть, менять буквально направление, что-то переделать или собраться даже туда, куда мы прежде не собирались. Но может быть, и вы сейчас смотрите расклад и продумываете свою стратегию, на кого вы можете опереться. Поэтому двойка пентаклей нам тоже где-то говорит, поскольку запутанная ситуация, то тут еще и от вас потребуется, кстати, по этой карте нам дают совет, будь легок на подъем. И на заднем фоне в этой карте у нас один из символов Меркурия, мои дорогие, корабль. И это корабль – это всегда прообраз перемен. Для кого-то из вас это напрямую может означать какая-то поездка, важное согласование или важная встреча, когда вам нужно обсудить какой-то вопрос. И вы даже, может быть, мысленно готовитесь, именно знаете, как пройти по тоненькой жердочке над обрывом, вот что-то такое. Как действовать, непонятно. И, скорее всего, придется идти по ситуации. И я могу сказать точно, наш расклад подойдет именно для тех, кто готов идти по этой ситуации. И правда, для кого-то из вас девятка пентаклей будет говорить, что вопрос по поводу финансов или, может быть, вашей помощи кому-то, может быть, это и семейная тема, у кого-то связана с дальними родственниками. Причем, может быть, тут действительно по девятке жезлов граничит с одной стороны с тем, когда вы себе говорите, что вот в определенный момент моей жизни и вы где-то можете себя похвалить, что вы сделали все, что могли. Где-то карта говорит для тех, кто еще себя корит или мучает, что нет, надо было там не раньше что-то там предусмотреть. Или интуиция подсказывала, а вот я вроде как пробездействовал. Не корите, вот потому что карта говорит, вот ты действительно сейчас словно готовишься, может быть, кому-то остались какие-то дни даже, да, для того, чтобы... Ну, мы сейчас дальше продолжим. Мне самой уже интересно, что же тут за интрига. А интрига такие есть. И вот от вас потребуется, когда нам придется, словно из
может быть, определенной местности переместиться куда-то в другое место, или когда придется себя буквально подвигнуть на какое-то решение проблемы через именно начало активных действий. Я надеюсь, вы меня понимаете. Потому что за девяткой жезлов это как будто мы находились прежде, а теперь как наш воин, и вы сейчас как воин настроены. Но вот эти 9 жезлов, точнее 8, это как своеобразный забор, он остается позади. Вооружился наш воин одним жезлом и пробирается сквозь болотную топь. Вот как будто вам необходимо в одиночку проделать какой-то сложный путь. По крайней мере, вы к этому внутренне готовы. Готовы, но где-то втайне надеетесь, что запутанная ситуация, которая длилась давно. Правда, смотрите, 2 старших аркана по Луне. Кто-то будет все равно, с одной стороны, сравнивать ваши прежние возможности, или почему вы их там упустили, или почему что-то не сложилось, почему вы прождали какой-то момент. Вот такие мысли вас могут посещать. Но, повторяюсь, вам был необходим вот этот период, может быть, даже ожидания, для того, чтобы, как ваша задача, все же карта мага для императрицы тоже выпала, как будто других возможностей не остается, как пользоваться на последующий период именно альтернативными методами, слушая собственную интуицию. Именно тогда вам будет помогать фортуна, а фортуна – это всегда неожиданность тоже. Это какой-то внезапный шанс, который поначалу он может даже ни на какую возможность и не походить, или на сам по себе шанс. Тут нам никто ничего не предложит на блюдечке с голубой каемочкой. В том-то и дело, здесь может быть его величество случай, когда нам придется соглашаться, причем понимая, что это не на 100% то, что я хочу, но я попробую. Вот придется себе сказать: я попробую, потому что другие варианты, либо они уже не работают, либо их попросту нет. Ну вот для кого это подходит, сложим эти карты. И достанем с вами сразу несколько позиций, давайте 3. В каждой будет по 6 карт, потому что 6 это у нас всегда число победителей, я об этом говорю, да? Это как вершина действий, это уже какой-то итог. И первые 6 карт мы спросим причины ситуации, вопроса, сложившейся проблемой. Откуда ноги растут, хочется сказать, у этого вопроса. Что или кто послужило причиной, почему это в принципе произошло? Почему сложилась такая ситуация? Ведь мы говорили, может быть, даже если вы себя корите там за бездействие или неправильные действия, но нам карты именно так легли, что это как будто не имеет значения для вас сейчас. Тут именно обстоит дело с тем, что как снаружи находится, на что вы не влияете. Следующую позицию тоже 6 карт. Что ждет в ближайшее время? Как будут развиваться сами по себе события, ситуация? Что это будет для вас означать? Может быть, кто-то из вас как раз и просчитает. Давайте рассмотрим. Как раз альтернативные варианты. 2 карты достала. Ну ладно, достану еще и дополнительную. И последнее. Что произойдет дальше? К чему быть готовым? То есть это такое относительно отдаленное будущее. Конечно, плюс-минус я сроки не загадываю, но и у нас вопрос такой, когда тут надо быть и по срокам тоже готовому. Может быть, как и в любой момент, так и отчасти. И когда что-то идет в затяжку. Тут любой срок, он ни о чем не расскажет. У кого-то может проиграться буквально в дни, в часы. Итак, истоки ситуации. Какое-то сообщение, посмотрите, вас как будто судьба перекраивает таким образом. Или перестраивается сама ваша судьба, и, понятно, это ваша жизнь. Вместе с судьбой перестраивается точно так же. Аркан Колесница. Для кого-то из вас это действительно перемены. Перемены, допустим, смены законов, смены, ну, даже у кого-то на работе может быть смена руководителя. Или когда приняты новые приказы, какие-то положения по работе. Или когда вы столкнулись с ситуацией, когда вам действительно нужно куда-то поехать,
или это связано с переездом. Может быть, это даже тот переезд, о котором вы думали прежде. Но здесь может быть та ситуация, которая, для чего вот это все сложилось. Тут явно не от вас зависит, но я могу сказать, для чего вам это нужно. Для вашего счастья, смотрите, как здорово выпало. Вот, наверное, так нетрадиционно жизнь вас подталкивает к какому-то очень важному решению. Ого! И вновь паш мечей. Вот смотрите, мои дорогие, так вот интересно как-то собралось, да, много информации. Пажи – это всегда вестники. 3 пажа из 6 карт. Это уж надо было так мне достать, правда? 2 туза и старший аркан колесница. Все карты подтверждают, что причина ситуации здесь, знаете, когда вы оказались как в центре, эпицентре, между теми, к примеру, может быть, между взаимоотношениями. У кого-то это как по законам, да, вот есть, ну, не совсем, конечно, конфликт, но иногда так бывает. Есть закон в сыром виде, а есть масса каких-то приложений, дополнений. Порой одно другое исключает. Или у каждого ведь своя какая-то история, правда? Может быть, это ваша личная история, она не вписывается никуда. И вы чувствуете, что я как между молотом и наковальней. Для вас все равно вот эти истоки ситуации, они были связаны с тем, что как будто вы оказались в таком времени. Именно мы сейчас с вами проживаем в эпоху перемен. Вы могли оказаться кто-то, как, знаете, вот говорят, двое спорят или дерутся, да, виноват третий. Вы могли кто-то оказаться вот именно когда третьи факторы, третьи люди, которые, может быть, наговорили непонятно что, вот именно в отношении вас. Когда я такое могу допустить, что произошло, все же у нас карта мага была, тут какая-то совершенно непредвиденная история могла сложиться, когда и просчитать ее действительно невозможно, ведь нам полностью карты не раскрывают, нам они больше говорят. Это для вас все не случайно. Это для вас словно судьба, ну, такую, знаете, ускорение как будто вам придает, потому что вот эти все новости или все то, что вот вас сейчас беспокоит, это тоже своего рода как пороговое значение между прошлым и будущим. А для вас-то вот как будто на смену этим новостям. Может быть, это и будет зависеть от ваших решений. Или для того, чтобы вы действительно куда-то съездили, или с кем-то переговорили, с кем-то вы, может быть, встретились. Или для кого-то это может даже означать, когда вам потребуется консультация специалиста, когда вам потребуется консультация юриста, возможно, адвоката, когда вам просто нужно понимать, как в отношении вас работает закон, и не приблизительно, а четко. Кому-то, возможно, по тузу пентаклей нужно вот этот жизненный драйв совершить, потому что вопрос с какой-то новой тактикой решится по части денег. Для кого-то из вас вопрос по части личной жизни или по части дома, мои дорогие. Хотя я тут дважды могу сказать, что вполне вероятно допускаю все-таки про перемещение. Карты говорят, сам по себе аркан колесница, но и одновременно туз кубков. Чаро Маркетти так прорисовал эту карту, что у нас здесь рыбы золотые, а рыбы, они обозначают финансы, как богатый улов, и одновременно для кого-то это именно путешествие или какая-то поездка. Возможно, вы об этом думали, но вот теперь как будто вас судьба, вот то, что вы предполагали прежде, она вас подводит к тому итогу, что вам именно теперь нужно что-то осуществить. И эти дела или ваши какие-то планы, они должны быть выверены с точностью, как я уже сказала. Здесь нужно разобраться, как работает в отношении вас закон. Здесь, возможно, кому-то придется улаживать вопросы по части дома, семьи, личной жизни, перед тем, как вы куда-то даже поедете, а кто-то, наоборот, поедет именно для того, чтобы встретиться и проговорить важные темы с глазу на глаз или сориентироваться в какой-то обстановке. Одним словом, все события не случайны. Но давайте посмотрим, а что же ожидает в ближайшее время. Завершение. Вот вы можете сейчас многого не видеть, а тем не менее здесь что-то завершается. Завершается у человека. Может быть, это даже
будет связано с тем, что меняются действительно законы или меняются какие-то постулаты. То, что принято, может быть, да, когда идет какая-то перестройка, отнюдь не совсем даже ваша, а это то, что связано у кого-то с работой, или, может быть, буквально в вашей местности сейчас тоже происходят какие-то перемены. Меня люди смотрят из разных стран. Здесь могли быть, кстати, для кого-то из вас может проиграться так, что именно контакты с конкретным человеком или пусть это документ, который вы ранее не могли оформить, а он зависел именно от определенных позиций по законам. Вот здесь, может быть, и это будет меняться. Но точно так же, что же будет, мы говорим, в ближайшее будущее, как разовьются события. Здесь, правда, вы еще услышите или увидите конкретного человека, состоится важный разговор, когда вы именно без обиняков, когда вы, может быть, с глазу на глаз, или когда искренне, откровенно будете прояснять какую-то ситуацию. И самое главное, вы как будто уже на это настроены. Но, видимо, этого было раньше мало. И ситуация не столько вас подводила, а, как знаете, важные события, которые вокруг вас. Или тех людей, с которыми вы контактировали. Но прежде эти люди, они еще чего-то не знали. Или определенные ну, еще не сложились у них какие-то обстоятельства прежде, а вот теперь у людей что-то складывается. Здесь именно соединяется воедино, но как чей-то интерес. И вполне вероятно, это человеку предварительно нужно было пройти очень сложный путь, прежде чем он был готов от чего-то отказаться, как будто передумать. Вот словно шел в одном направлении, потом понял, нет, вот теперь я туда не иду, теперь я действую по-другому. Вот что-то такое. Но тут именно, либо всегда мы говорим, или закон, ну какая замечательная карта, либо это человек как эксперт, может быть и юрист, или это конкретно то, что как через обстановку с учетом старшего аркана, ну, происходит вокруг вас. Именно вот в вашей, может быть, стране или в вашей местности, на вашей работе перекладывайте на себя. Вот что случится, произойдет. Здесь, правда, вы услышите какую-то новость, которая для вас будет своеобразным праздником. Но сказать, что тут где-то мы можем замечтаться, все же я не могу, потому что по тройке кубков проходит иногда, что как бы три силы, правда, три кубка, а мы говорим для полного равновесия все-таки третий лишний. И вполне вероятно, это вы не будете кому-то верить, но воспользуйтесь каким-то вариантом. По крайней мере, вы себе скажете, это точно я попробую. Потому что вот вам, самое главное, нужно достичь вот этого, как, ну, как фундамент, вот эту стабильность, четверка жезлов. Четверка жезлов – праздник после победы. Но посмотрите, семерка жезлов следом у нас идет, и где-то дополняет все то, что я сказала. По этой карте мы, вот как дальше будут развиваться события. Ваша задача будет как не соскользнуть в то, что вам, может быть, как первое попавшееся предлагают, а могут предлагать самое разное, или вас кто-то будет затягивать, допустим, или уговаривать, к чему-то призывать. И вот на это нельзя согласиться. Потому что вы пока, может быть, даже в ближайшее время, в ближайшие дни, вы пока вот всю как бы панорамную картину не видите. Поэтому ваша задача быть немножко самим по себе. И как будто не откликаться, может быть, не соглашаться с чем-то. Может быть, это ситуация, которая будет требовать, кстати, тут у нас финансы, сохранение даже финансов, потому что жезлы – дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. И дальше у нас рыцарь жезлов, а вот все равно будет скоро какая-то еще дополнительная информация или, как знаете, какой-то поток такой новостной, когда вы можете за одно мгновение, услышав вот то, что вам доведется, собраться куда-то в путь. Или с кем-то будете договариваться о встрече, либо сами, ну, даже буквально помчитесь. И я могу сказать, что кто-то из вас, услышав новость, может подумать так. Вот если я прежде потерял или потеряла время, какую-то возможность, вот теперь я это попробую. И будете, знаете, уже вы очень нацелены будете на то, что, в принципе, в любой момент все может пойти как угодно. Нет никаких гарантий, как бы, да.
С одной стороны, есть ваш интерес, это железно, но с другой стороны, есть вот какая-то тройственность или есть чей-то другой интерес. Но именно вот по восьмерке жезлов, эта карта ее часто называют доброй трансформацией, когда тысячи дорог словно сходятся в одной точке. Значит, вот именно так и нужно. Давайте третью позицию. Что произойдет дальше? К чему быть готовым, как разовьется ситуация, хорошо, нам сказали. Тут зависит у кого-то от законов, у кого-то от обстоятельств, от решения конкретного человека. То есть сама по себе ситуация как бы должна была достичь пика, а вы этого не видели. Как будто, вот смотрите, у человека свои планы, он ими занят точнее, или пусть это то, что вас окружает. И тут тоже это должно достичь, ну, вот какой-то квинтэссенции, да, когда, как назревает кризис, или когда складываются не одни обстоятельства или двое, а когда масса, когда в разных сферах жизни, или когда сразу как компонуется какая-то общая картина, а прежде вы помогли и не видеть, и не знать, и не думать, потому что это было что-то разрозненное. Аркан Луна нам говорит о том, что не рискуй собой. Сразу, я часто это говорю. Остерегайтесь толпы. И у нас две башни. Возле одной волк, возле другой шакал. А нам нужно вот как по вот этой еле видимой дорожке лунного света между этими башнями. И не направо и не налево. У вас что-то завершается, мои дорогие. Но рядом аркан Луна для кого-то может означать действительно. Даже переезд ведь иногда идут наши близкие, идет наш как тыл, наш дом. Может быть, кому-то из вас суждено переехать вот совсем скоро, ну даже пусть это отдаленное будущее, но это не через десятилетия, годы, а может быть через месяц, именно что-то пересмотреть по части жилья. Потому что прежняя история закончится, но здесь еще и изящно завершается какая-то путаница, но не сразу. Аркан Луна– это всегда тот сложный очень аркан, который нам говорит сложность, наверное, из-за того, что нет временных рамок четких. Непонятно. Вот, наверное, это то, что мы с вами спрашивали. Непонятно, чем закончится, и непонятно вообще, откуда это возникло. Тем не менее, нам карта говорит, здесь будет обязательно тот момент, когда, ну, как будто дай время чему-то разобраться еще. Но ваша задача беречь себя, мои дорогие. По крайней мере, к этому приготовиться. Ух, как замечательно. Шестерка жезлов– это карта победителя. Ваша победа какая-то будет. Причем ваша победа, которая будет не совсем просто. Двойка мечей. Вы окажетесь в отдаленном будущем на выборе. И причем выбор вы должны вот так очень продуманно делать. У вас будет какая-то победа, как будто вас ждет в решении какого-то вопроса успех, но этот успех будет зависеть от вас самих. Возможно, от вашего выбора, возможно, от того, как вы правильно сумеете договориться. Будьте к этому готовы тоже. Шикарно. Но вот если мы говорим, чем дело кончится, да, чем завершится эта ситуация, то тут усиление вашей роли с вашим каким-то влиянием. Для кого-то из вас это будет означать выход на новый уровень отношений. Для кого-то из вас построение карьеры. Два старших аркана– сила и император. Я могу сказать так, мои дорогие. Вот ту проблему, которую вы задумали, и если вы до сих пор вы досмотрели этот расклад, жизнь вам, может быть, и ставит какие-то барьеры и рамки. Но лично для вас, да, это нет ничего непреодолимого. Как нам уже сказали, тут что-то завершится. Может быть, это для кого-то с учетом аркана император. И здесь у нас была тоже персональная карта, а следом карта дома. Я могу предположить, что решится личный какой-то вопрос. Но, может быть, этот личный вопрос прежде не решался именно потому, что как бы по закону что-то было невозможно осуществить. Но значит, тогда будет завершение, как и перемены, да, когда будут приняты какие-то новые положения. Или пусть это будет человек, который тоже готов, все-таки аркан императора– это организация нашей жизни. И карта силы– это часто карта женской силы, но император
Хоть мы, даже девочки могут быть в таких энергиях, если мы говорим об организации, да, нашей жизни. Но если мы рассматриваем именно и говорим о личной жизни, то тут я могу допустить, должен был пройти какой-то период, и, может быть, вам приходилось пройти, как будто выдержать, пока у человека какая-то, знаете, как трансформация не завершилась, пока он с чем-то не определился. Может быть, вы чего-то и не знали, но здесь будет явно какой-то союз. И я допускаю, что этот союз может касаться и работы. Для вас, мои дорогие девочки, это может быть как возможность. И вам будет легче договариваться, возможно, с мужчинами. А вы, мои дорогие мужчины, давайте рассмотрим вот такую позицию, да, когда, возможно, кто-то из вас сумеет встретиться, может быть, если для тех, кто вы еще сейчас на расстоянии, и встретиться, и совершить важную беседу, и даже договориться. Может быть, именно с любимой женщиной. Может быть, иногда такое проходит, как страстная любовь. Аркан победителя говорит и рядом двойка мечей, что да, скорее всего, вот этот выбор, может быть, стоит между чувствами и где-то материальными вопросами или вопросами по организации, по закону. Кому-то из вас придется брать ответственность на себя. И в данном случае не важно, кто меня смотрит. И одновременно вот это ведь карта критического мышления. Вам жизнь подарит обязательно, мои дорогие, победу, но следом за этой победой придет еще какой-то более важный выбор. И может быть вы сейчас смотрите, и вам кажется, ваш вопрос, ну, он очень запутанный. Он вообще никогда не разрешится. А ведь все карты нам говорят, что да, действовать придется. Вот, кстати. Потому что именно сложившиеся обстоятельства вас подталкивают к тому, что вы переходите в тот момент, когда от вас самих потребуется действие и совершенно в каком-то другом ключе. Или договариваться с теми людьми, с которыми вы, может быть, и не собирались договариваться. Или, может быть, вас ведет судьба с какими-то новыми вообще персонажами и достаточно сложными. Потому что тут может быть тот человек, который где-то действует в рамках закона, да, все-таки вот у вас две карты, можно сказать, персональные. И это вот холодная голова, если мы говорим, да, все же король мечей, а император, да, горячность, страстность есть, не без этого. Но ведь это закон, порядок, власть. Поэтому, может быть, кому-то именно вот нам с первых карт уже говорили, что придется, да и по сигнификации, вы помните, у вас выпал аркан справедливость. Как будто документы должны быть в порядке. Или, может быть, отношения, которые длились никак, или незавершенная тема или вопрос у вас обязательно решится. Но не совсем, скорее всего, в том контексте, как это вы предполагали. А вас жизнь окунула вот в эти события именно для того, чтобы вы как себя меняли, мои дорогие. Вот какая-то трансформация, безусловно, у вас ведь тоже должна происходить. Я хочу достать карту совет, как вам действовать. Прямо сейчас, как действовать. Туз жезлов. Скоро ты получишь новость. И для тебя эта новость будет означать как переходное значение между прошлым и будущим. Вполне вероятно, эта новость будет исходить от человека вам знакомого. Или это может быть даже родственник. И вполне вероятно, эта новость будет не совсем радостная. Но именно вот это колесо фортуны, мы уже с вами говорили, у вас эта карта выпадала. Колесо фортуны запускает как будто вот эту добрую трансформацию через те минусовые, пусть даже, ну, какие-то информационные сообщения, когда вам нужно на что-то решиться и не потерять времени. Потому что по этой карте как будто куй железо пока горячо. Давайте я достану еще одну карту. Но вот в вашем случае, и я могу допустить, что вам придется, видимо, контактировать с людьми, может быть, самыми разными. Кто-то из вас все-таки аркан мир. И дай бог, чтобы воцарился мир в ближайшее время, недели, месяцы. Я знаю, что меня смотрят из разных стран, и где-то война идет, где-то пусть военных действий нет, а неспокойно. Очень тревожно. На улицу, может быть, не выйти, потому что там тоже небезопасно. Но вот, видимо,
само пространство нашей Вселенной уже жаждет мира. И к миру оно и приближается, я вижу именно так. И в данном случае, может быть, и люди устали уже от каких-то конфронтаций или какой-то конкретный человек. Я говорила, что тут должны быть произойти перемены, может быть, которые касаются конкретной персоны. Пока не придет какое-то осознание, пока, может быть, у человека его обстоятельства, ну, не разовьются до какого-то пикового состояния, пока он уже себе не скажет, может быть, ну все, вот уже теперь тут все понятно, а так еще до этого были какие-то маневры, надежды. Вот знаете, ну вот, наверное, Вселенная движется к какому-то итогу, чтобы потом этот итог трансформировать вот именно в добрые, стремительные перемены, я вижу так, которые, тем не менее, они все равно будут с таким глубоким под смыслом сожаления в какой-то степени. И тут у каждого по-своему. Но, тем не менее, уже как будто фортуна на пороге. И следом у нас аркан мир, 2 старших аркана. И нам говорят о том, что совсем скоро будут меняться обстоятельства, как и в жизни людей, так и вокруг вас. И ваша задача чего-то явно не отложить на потом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.